Беспроводная зарядка бокса, сенсоры приближения, шумодав и функция прозрачности, безумная автономность 7 часов, анимация и программа, управление сенсорами и датчики сжатия, нереальное звучание при оптимизации в среде Huawei, Bluetooth версии 5.2, мультипоинт на 2 девайса — это нереальная фишка, притом работает не только с Huawei устройствами, а со всеми. И вместе с тем, сомнительные габариты, крупный бокс, правый наушник разряжается пусть и незначительно, но быстрее левого. И пенные амбушюры в бокс пока не уместить. Это укрупненный клон AirPods Pro или самостоятельный девайс? Сейчас разберемся. Tube 669, всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. В описании условия дополнительных розыгрышей под конец месяца, там будет море девайсов. В прошлом месяце было 20 штук. Розыгрыш 30 числа каждого месяца на канале для стримов. А сейчас беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro через призму AirPods Pro. Кто круче? Упаковка. Сравнивать подачу смысла нет. Оба производителя делают это хорошо. Внутри у Huawei в кабель зарядки инструкция, наушники, 3 пары сменных амбушюр и бокс для зарядки. Продают Huawei свои ушки в 3 цветах. И, конечно, я выбрал серебристый. Есть еще белый и черный. У прошек от яблока пока только белый цвет. Летим дальше. Размеры у Huawei вы видите как и вес. И да, он значительно больше, чем бокс у AirPods Pro. Поверхность бокса у Huawei матовая, у AirPods Pro глянцевая. Оба кейса можно заряжать беспроводной зарядкой. Максимум при полной зарядке в боксе и полной зарядке наушников Huawei выдает 30 часов автономности, а AirPods Pro всего 24 часа. Здесь, конечно, нужно понимать, что так они будут играть только на 50% громкости и только в связке с родными девайсами. Huawei с Huawei, AirPods с яблоком. При том, что шумодав и функция прозрачности должны быть отключены и там, и там. И здесь есть еще одна плюшка у Huawei. За 40 минут в боксе наушники заряжаются на 100%. И это заявлено. У меня они зарядились с нуля за 37 минут до сотки. AirPods Pro за это же время заряжается максимум на 70%. Huawei-вский кейс заряжается за час по проводу и за 2 часа по беспроводной зарядке. Примерно так же, как AirPods-овский. Дизайн. По мне боксы разные. Крышка люфтит немного у всех. Huawei нужно было привыкнуть для изъятия из кейса. Даже анимация есть, как это делать в самой программе. Привыкните, достаются одинаково просто, что AirPods, что Huawei. Щелчок крышки залипателен в обоих девайсах. Кнопка для сопряжения и переключения между девайсами у Huawei сбоку, а у яблока с тыла. Разъемы Lightning и Type-C соответственно. Совсем кратко, кроме размеров, цвета и материалов, копипаст заметен. Но хорошая копия — это тоже хорошо, особенно когда она дешевле. Но Huawei пошли дальше. В Huawei поддерживается технология Dual Device Connection. Наушники могут быть одновременно подключены к двум устройствам, например, к планшету и смартфону, или двум смартфонам. И это прямо хорошо. И у меня эта тема работала даже с двумя телефонами OnePlus 7T Pro и Huawei P40 Pro. Очень круто, а в AirPods Pro такого нет. И круто еще, что у Huawei это работает не только на их девайсах. По наушникам. Меньше и удобнее по факту AirPods Pro. Но вот с программой у него, кроме как на устройствах Apple, может быть беда. Допустим, с обновлением прошивки. Во всяком случае, глюков AirPods Pro ловит больше с Android устройствами, чем Huawei. Отдельный обзор на AirPods Pro вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу от меня. Все фишки могут работать с кастомными программами на Android, но это все равно будет уже не то, что с яблочными девайсами. У Huawei все немного проще. Вы скачиваете программу All Life, но не из Google Market, она там старая, а допустим либо на FOPDA или по QR-коду на вашей коробке. И можете дальше настраивать устройство через эту программу. Управление у Huawei более обширно. Хорошо, что с вайпами можно менять громкость, притом не с самого девайса или плеера, а именно с наушников. Громкость самих наушников. Удобные сенсоры и датчики сжатия. Сенсоры приближения, кстати, работают одинаково хорошо в обоих девайсах. Вынимаете наушники из ушей, они встают на паузу. Конечно же, наушники могут работать по одному. Конечно же, независимое подключение и у тех, и у других к устройствам. У AirPods меньше объема, но и меньше автономность. 4,5 часа у яблока против 7 часов у Huawei. На 50% громкости с отключенными функциями прозрачности и шумоподавления. И это прям сильно. 7 против 4,5. При прочих равных, по моим ощущениям, активный шумодав AirPods отрабатывает на 5%, но все равно лучше, чем у Huawei. Хотя и там, учитывая гибридный форм-фактор, он хорош. А плохо, что сами наушники у Huawei глянцевые, как и у AirPods Pro. Достали производители своей блестючестью, так же как и Samsung Buds Live, помните, на обзоре были. Не понравились они мне. Bluetooth в Huawei Pro версии 5.2, а у AirPods Pro
Pro версии 5.0. Притом время задержки звука до 180 миллисекунд у Huawei, а у AirPods Pro 144. Опять же в лабораторных условиях. Но по факту AirPods Pro выигрывает, еще учитывая, что они и раньше выпустили этот девайс, плюс еще у них Bluetooth постарше. При этом в связке с родными девайсами у этих наушников на пальцах задержки в играх и YouTube заметной нет. Играть приятно, вот пример задержки Huawei. Они же у нас герои дня. Для меня, конечно, большой минус, что датчик нажатия, конечно же, был украден Huawei у AirPods, но это не значит, что Huawei реализовали его хуже. Отличный отклик, прекрасное и удобное управление. В программах обоих девайсов можно проверить, правильно ли подобрали амбушюры и, конечно, обновить прошивку. Разумеется, нет никаких кодеков, кроме AAC и SBC, что странно для Huawei, у которых есть свой кодек HWA. Через две стены Huawei в связке с P40 Pro у меня ловили. Микрофризов я не ловил, но опять же в трамвае я не катался. Я думаю, в трамвае ловят все микрофризы. Шум метро Huawei побеждает на 70% громкости с активированным активным шумодавом. Пассивный шумодав, как вы понимаете, здесь работает плохо и у AirPods, и у Huawei. Микрофоны у AirPods вы уже слышали в прошлом обзоре. По мне, Huawei отрабатывает немножко, но хуже. Но я не жалуюсь. Пример их работы вот сейчас. Тест работы микрофонов беспроводных наушников от Huawei FreeBuds Pro. Это их последние ушки. Что бы я хотел сказать, помещение довольно удобное для того, чтобы разговаривать. Вот сейчас я перейду в помещение, где должно быть эхо. И если вы это эхо будете слышать, здесь я стримлю, так что вы примерно можете представить, что это такое, то значит в помещении вас будут слышать хорошо. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Huawei FreeBuds Pro на улице. На данный момент машин нет, стою, минимальный ветер. И я бы сказал, что по ощущениям разговаривать у них довольно комфортно. Сейчас мимо меня будет проезжать Land Cruiser на небольшой скорости. Вот насколько вы хорошо эту машинку услышите. А учитывая, что асфальт влажный, это было довольно громко. Настолько хорошо вас будет слышать собеседник, если мимо вас будет кто-то проезжать. Теперь проехала Hyundai Sonata. Ну, в принципе, вообще говорить удобно. Но опять же, они большие, я думаю, микрофоны сами по себе тоже не маленькие. И еще одна машина для чистоты экспериментов. В принципе, вот так. Наверное, это худшие условия, при которых вообще будет работать микрофон. Если будут условия еще хуже, а-ля стройка, то, наверное, слышать вас точно никто не сможет. Звучание, и здесь барабанная дробь. Вопреки всему, несмотря ни на что, в связке FreeBuds Huawei и AirPods Apple, Huawei звучит по мне лучше. Опять же, при оптимизации звучания через процессор Kirin. А вот с любыми другими девайсами прошки разрывают Huawei по полной. Опять же, это мое субъективное мнение. Не с телефонами Huawei FreeBuds Pro звучат на уровне Anker P2. Они в 4 раза дешевле, обзор на них в правом верхнем углу вы можете посмотреть. Был недавно, где-то месяц назад. В целом, FreeBuds 3 Pro отлично справляется, как и все вкладыши, с высокими частотами. Объем просто нереальный. Немного проигрывают, конечно, вторым синхом, которые в уши еще нужно будет запихать, чтобы сравнивать и забыть про боль в хрящах. Но объем все равно прямо фееричный. Низкие и средние частоты не обрезаны, середина натуральна, никуда не задрана и не опущена. А вот с амбушюрами у Huawei пока беда. Не всем подходят комплектные, и пенных в продаже даже на Али пока еще не встречал. А вот с другими пенными амбушюрами, кастомными какими-нибудь в бокс, они пока не помещаются. Для спорта удобны и те, и другие, и AirPods, и Huawei, ничего из ушей не вылетает. Цена на Huawei Pro по ссылке в описании к видео 11.11 будет меньше, чем $150, если вы будете еще использовать кэшбэки и кэшбэки по карте, думаю, в районе 140 получится. И не забудьте взять купоны магазина, надумаете покупать, они суммируются с промокодами. Промик, опять же, тоже процентов 10 стоимости может съесть от этих 150. Промокоды и выгодные товары вы можете всегда посмотреть в моем телеграм-канале со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии. Резюмирую, идеальными девайсы не назвать, особенно учитывая их стоимость. Каждый из них хорош в своей программной среде. Huawei Pro по мне однозначно выигрывает по причине цены, автономности и звучания. Но для смартфонов других брендов я бы брал другие True Wireless наушники. Для примера, одни из моего последнего топа, топ-10 наушников с кодеком aptX. Те же Соньки стоят примерно так же, правда они огромные, но звучат значительно лучше. По ссылке в правом углу можете посмотреть этот
этот мой последний топ. Под распродажу на канале есть ролик с моей подборкой товаров на 11.11 и стрим с описанием того, как и что покупать. Также в записи делал его вчера. Купоны, промокоды, игры и монеты, все там есть. Там я все показываю и рассказываю. Подписывайтесь, ставьте лайк за труды, пишите, что еще купить на обзор. Спасибо за просмотр, девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.